Вот с какими иномарками будет конкурировать новая Lada Искра и что можно купить за эти деньги за границей. Но перед тем как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. О недавней новинке от АвтоВАЗа уже известно все. Модель вышла сразу в трех кузовах: седан, универсал и кросс-универсал. Максим Соколов заявил, что базовая цена будет начинаться от 1 миллиона 250 тысяч рублей. Модификация в начальной комплектации получит 1,6 литровый двигатель с 8 клапанами и мощностью в 90 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Более продвинутая версия будет оснащаться тем же объемом двигателя, но уже с 16 клапанами и отдачей в 106 лошадей. Она будет доступна не только с механической, но и с шестиступенчатым автоматом. При этом для обоих вариантов допустимо использование бензина марки АЕ92. В указанный диапазон цен попадают и некоторые иностранные модели, которые могут оказаться прямыми конкурентами новинки от отечественного автопроизводителя. Например, автомобиль Кай E5. Изначально он не планировался как конкурент для Лады, так как относится к более габаритному классу С. Однако в связи с крайне низким спросом на автомобили, собранные в Калининграде, дилеры начали устраивать масштабные распродажи. В итоге автомобиль можно приобрести за сумму, стартующую от 1 миллиона 350 тысяч рублей. В минимальной комплектации он идет с механической коробкой передач, но при этом оснащен весьма щедро. Дистанционное открытие багажника, светодиодные фонари, легкосплавные диски на 16 дюймов, мультимедийная система с дисплеем диагональю 10 дюймов, функция Auto Hold, различные электронные помощники водителя, камера заднего вида с динамической разметкой, бесключевой доступ в салон и круиз-контроль. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет АвтоАзия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. АвтоАзия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в АвтоАзию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Другим вариантом становится седан Jetta Va3, построенный на технологической базе Volkswagen. Несмотря на немецкие корни, стоимость его остается довольно умеренной. При условии сдачи старой машины по программе Trade-in и оформлении кредита, базовую версию можно приобрести за 1 миллион 780 тысяч рублей. За эту сумму покупатель получает бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 110 сил в паре с механической коробкой передач. Также в оснащение входит система старт-стоп, 14-дюймовые стальные диски, 2 фронтальные подушки безопасности и набор базовых электронных ассистентов. Сравнительно доступным остается и Chang'an Allswing. За модель в базовой комплектации дилеры просят от 1 миллиона 420 тысяч рублей, если учитывать все возможные скидки и бонусы. В списке оснащения даже у базовой версии значится 2 подушки безопасности, мультимедийный экран на 7 дюймов с сенсорным управлением, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, светодиодные дневные ходовые огни, легкосплавные диски на 14 дюймов и система дистанционного открывания багажника. Нельзя
нельзя обойти вниманием и Jack GS3. Пусть это и не прямой соперник Искры, но при схожем ценнике многие потребители предпочтут именно кроссовер. Этот переднеприводный паркетник в самой простой версии с механикой продается за 1 миллион 799 тысяч рублей. Тем не менее, с учетом спецпредложений и различных акций, реальная цена может снизиться до 1 миллиона 449 тысяч рублей. В базовой комплектации покупатель получает автомобиль с функцией автоматического включения фар, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, камерами заднего вида, набором водительских помощников, салоном, отделанным искусственной кожей, климат-контролем и круиз-контролем. Таким образом, несмотря на то, что Lada Искра позиционируется как доступное решение для широкого круга покупателей, на рынке уже присутствуют как минимум 4 модели, которые при определенных условиях могут составить ей достойную конкуренцию, как по техническим характеристикам, так и по уровню оснащения. Давайте также поищем конкурентов Искре и за пределами страны. За 1 миллион 250 тысяч рублей можно найти довольно интересные и разнообразные предложения, особенно в Азии и на развивающихся рынках. Например, в Индии за сумму, сопоставимую с ценником Искры, можно приобрести кроссовер Skoda Kodiaq. Эта модель доступна местным покупателям за 800 тысяч рублей. При этом предтоповые версии оцениваются приблизительно в 1 миллион рублей. Под капотом турбированный двигатель объемом 1 литр и мощностью 115 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется панорамным люком, сенсорным дисплеем мультимедийной системы, передними креслами с функциями подогрева и вентиляции, а также интерьерами с отделкой из искусственной кожи. Тем, кто испытывает ностальгию по компактным городским автомобилям вроде Kia Picanto, можно обратить внимание на модель под названием Morning, доступную в Южной Корее. Это фактически обновленная версия Picanto, которая после рестайлинга 2023 года получила современный экстерьер, узкую переднюю светотехнику, соединенную хромированной полосой, и вертикальные задние фонари со светодиодной перемычкой. Топовая модификация оценена в 1 миллион 125 тысяч рублей. Оснащается автомобиль 1,2-литровым мотором мощностью 84 лошадиные силы. В Китае также можно найти интересные альтернативы. Несмотря на то, что японские автомобили стоят дорого в самой Японии, совместные предприятия Toyota с китайскими компаниями позволяют предлагать привлекательные цены на модели, производимые внутри Китайской Народной Республики. Так, электрический кроссовер Toyota BZ3X, недавно появившийся в продаже, стоит около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Это немного выше стартовой стоимости Искры, однако модель уже успела вызвать ажиотажный спрос. За первый час с момента старта продаж поступило более 10 тысяч заказов. Базовая комплектация предусматривает наличие 204-сильного электродвигателя, расположенного на передней оси, и аккумулятора на 50 кВт-часов, обеспечивающего запас хода до 430 км. Еще одним любопытным предложением за пределами России является Chevrolet Tracker. Хотя модель отсутствует в США, она активно продается в странах Латинской Америки и на постсоветском пространстве. В частности, в Узбекистане на официальном сайте указана стоимость, эквивалентная 1,3 миллиона рублей. За эти деньги предлагается мини-кроссовер с 1,2-литровым двигателем, мощностью 132 лошадиные силы и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Вместительность багажника составляет 390 литров, однако комплектация довольно скромная. Присутствует электропакет, но, например, подогрев сидений отсутствует даже у переднего ряда. Что касается китайского рынка, то одним из самых доступных кроссоверов здесь остается Haval M6 Plus. В России модель стоит значительно дороже, а вот в Китае базовая версия с механической коробкой передач обойдется в 880 тысяч рублей. Если хочется версию с автоматической трансмиссией, придется заплатить чуть больше миллиона. Под капотом располагается 1,5-литровый мотор с мощностью 150 лошадиных сил. Даже в стартовой комплектации автомобиль предлагает светодиодную оптику, заднюю камеру, центральный замок и мультимедийную систему с 10
10-дюймовым экраном. А что выбрали бы вы? Ладу Искру или конкурентов? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Если хочешь подружиться с соседями на даче, поставь на границе не общий забор, а мангал. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.